Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Медик Зоны, поздравляю тебя, друг. Приз я отправил тебе на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, ребят, не расстраивайтесь, у меня для вас новый розыгрыш. Благодаря Виталию, спасибо тебе за подгон братьям-сталкерам, друг. А для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно обязательно подписаться на канал, написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны с выходом следующего видео. Удачи в розыгрыше! Ну что, товарищи сталкеры, пришло время рассказать вам про новые квесты, добавленные на Везувий после глобального обновления. Обзор на обновленную локацию в общем я обязательно сниму, но чуть позже, когда наберу больше информации о ней. Как вы понимаете, информации по квестам еще нигде нету, поэтому мне все приходится щупать самому. Огромное спасибо ребятам из чата, которые помогали мне советом в тот момент. С выходом обновления разработчики продолжили линейку квестов у Льва Валерьяновича. Для того, чтобы взять продолжение сюжета, нужно пойти в бывшее здание милиции, которое находится в городе Любич, и поговорить с ним. Далее Лев Валерьянович отправляет вас к доктору Зиновию, который провел анализ проб, который мы собирали в предыдущем квесте. Зиновий, в свою очередь, отдает нам готовые анализы этих проб и отправляет в лагерь эгиды на Везувии. Придя в лагерь, тебе потребуется отыскать доцента Симонова, чтобы отдать ему готовые расшифрованные анализы. После завершения квеста задачка для эгиды, это когда ты отдашь ему все готовые анализы, Симонов выдаст тебе следующее задание – ведьмины котлы. По заданию тебе нужно будет пробежаться вокруг вулкана и собрать образцы из так называемых котлов. Нужно залезть по пояс в воду и в инвентаре нажать на пробирку, взять образец. Для того, чтобы их найти, много тебе думать не нужно. Разработчики упростили этот момент. И взяв задание, нужные котлы пометят у тебя оранжевым кругом на карте. Обязательно возьми с собой противогаз или респиратор со сменными фильтрами. Также захвати и антирад. Собрав все нужные образцы, возвращайся к Симонову за наградой. За задание мы получаем денежное вознаграждение, опыт и мешок, подарок от ученых. Ты можешь его продать на доске или открыть сам. Я, например, открыл его сам, и мне выпало лута примерно на 3 миллиона. Я знаю, что пропустил задание, связанное с переходом с аэропорта на Везувий. Не знаю, сейчас можно будет его взять или нет. Проверю, если все хорошо, то сделаю отдельное видео по этому переходу. Квест «Ведьмины котлы» не относится к ковчегу или чистилищу. Я прошел его всего лишь потому, что он новый, то есть для демонстрации его вам. Братишка, ты хочешь себе премиум на аккаунт, чтобы собирать больше лута и зарабатывать кэш, но денег у тебя на него нету? Теперь это не проблема. Вводи промокод Nixon и получай бесплатный премиум себе на аккаунт. Причем неважно, где ты играешь, Steam, Launcher или ВК, промокод работает на всех площадках. Полученный премиум поможет прокачать себе своего персонажа в 2 раза быстрее. Пользуйся, пока есть возможность. Ищи промо в закрепленном комментарии. Далее с лагеря гиды наша группа выдвинулась на радиовышку в квадрат Е22. Там нам нужен персонаж Капеллан. При разговоре с ним открываем сюжет «Долг против веры». И далее он отправляет нас на ГОК в квадрат Ай-23 к персонажу Симургу. Берем у него квест «Разведка местности». По этому квесту тебе нужно обязательно пробежаться по всем отмеченным местам у тебя на карте. Но собирать все не обязательно, за исключением глаза беса. Его ты не купишь. Глаз обязательно нужно выбивать с самого беса. Все остальное покупаем с доски. После того, как ты прибежишь в указанное место, задание у тебя обновится и будет показано, какая часть мутанта нужна тебе из этой местности. Как сделал я? Я просто пробежался по всем местам, выбил глаз с беса, а все остальное просто купил с доски. Со всеми вещами нужно вернуться обратно к Симургу, но аккуратнее, вещи стоят недешево, а выбить их может каждый. На Везувии сейчас максимально опасно, потому что все делают эти квесты. Сдаешь все части Симургу, и на этом квест заканчивается. Далее я взял квест запчасти для химика, его также сделал без проблем, так как химик сидит в карьере, это рядом. После завершения квеста «Разведка местности» тебе нужно отправиться к Фину. Его деревня расположена в квадрате А44. Находишь Илью и предлагаешь ему свою помощь. Тем самым ты открываешь главу «Долг против веры». Выдается задание «Так завещала Ева». По этому заданию Илья отправляет тебя в деревню Подгорная, которая находится в квадрате Б54. Повторюсь, все нужное у тебя уже отмечено оранжевыми кругами. Как придешь в эту деревню, нужно будет поговорить с Марио, стальным начальником, Филиппком, Алексеем и Никитой Сергеевичем. Все они сидят в этой деревне, далеко бегать не нужно. Как поговоришь со всеми указанными персонажами, возвращайся обратно к Илье. Поговорив с ним, у тебя уже обновится задание «Так завещала Ева». В обновленном задании тебе нужно будет пробежаться по отмеченным на карте местам. В каждом месте будет подсвеченная белым лучом точка, с которой нужно будет взаимодействовать, тем самым ты посмотришь эту местность. Все эти точки осмотра найти несложно, так как они находятся в оранжевой зоне. Осмотрев все точки на карте, возвращайся обратно к Илье. Сдав ему квест «Так завещал Ева», будь внимателен к диалогам. Теперь тебе предстоит выбрать, с кем ты будешь сотрудничать в дальнейшем, с чистилищем или с ковчегом. Если вернешься к Капеллану и поговоришь с ним, то выберешь сторону чистилища. Если же ты поговоришь снова с Ильей, то выберешь задание, которое навсегда закроет тебе доступ к группе чистилища, то есть к Ване Аду. Вот так вот, теперь тебе придется выбрать, на чьей ты стороне. Так как у меня 2 персонажа, и у одного из них была открыта торговля с Ваней Адом еще до обновления, я решил на основном персонаже примкнуть к ковчегу и делать квесты у них. так как интересно, какие товары будут продавать при открытии торговли они.
У Вани Ада, думаю, ничего так и не поменяли, кроме фикса очков торговли, мне это уже известно. Поэтому для меня он отходит на второй план. Итак, выбрав сторону ковчега, следующим квестом от Ильи у нас будет промоутер в зоне. По нему тебе требуется расклеить плакаты в указанных местах. Для того, чтобы взять плакаты и клей, тебе нужно добежать снова в деревню Подгорная. Найти там Тихона. К слову, он сидит в главном здании на втором этаже. После того, как возьмешь макулатуру, у тебя отметятся все нужные точки на карте, в которых нужно поклеить объявление. В этих точках стоят стенды, на которых и нужно расклеивать эти плакаты. Дело нехитрое, справится абсолютно любой. Как поклеишь последний плакат, возвращайся к Илье. Сдавай квест и получай награду. Этот квест с плакатами является ежедневным. После сдачи квеста промоутер в зоне Илья направляет нас к Родиону. Сидит он в деревне Подгорный, квадрат B54, но мы пойдем к нему уже в следующем видео. В следующей серии мы продолжим увлекательное прохождение новых квестов и исследование группы Ковчег. Надеюсь быстро открыть торговлю и посмотреть весь ассортимент, который они предлагают. Кстати, спешу тебе сообщить, что после прохождения новых квестов я стартую новую рубрику у себя на канале. В ней я буду прокачивать своего персонажа на новом сервере с абсолютного нуля. Посмотрим, что из этого выйдет и сложно ли прокачиваться на самом деле, как многие об этом твердят. Желаю всем крепкого здоровья. Увидимся в зоне, братья-сталкеры. Ну, проветришься, заходи.